Слушай внимательно, Круа. Наконец-то, и для такого ничтожества, как ты, нашлось то, что ты сможешь сделать на благо семьи. Отныне ты станешь фальшивой Фера для главы семьи огня Диэла Ардженте. И должна будешь провести с ним 3 ночи, благодаря чему подорвешь позиции Ардженте. И поспособствуешь процветанию нашего рода воды, семьи Алоджи. В случае провала тебя ждет лишь мучительная смерть. Поняла? Что такое? Это воспоминание. Этот образ. Это же история из романа, который я читала? Неужели я переселилась? Да еще и в тело злодейки Круа Алоджи, незаконно рожденной дочери семьи злодеев. Черт, в мире, где полно и переселений, и реинкарнаций, почему именно Круа Алоджи? Мрачный роман в жанре 19+. 3 герцогских дома. Главная особенность сюжета этого романа – уникальный способ наследования силы в 3 герцогских домах. Метка следующего главы семьи появляется у того, кто обладает самой сильной способностью. Но для полного наследования способностей глава каждого дома должен провести первую ночь с предначертанной парой. Феро, на теле которой силой магии выигрировано имя наследника рода. Однако, если первая ночь главы достанется не предначертанной паре, а другой женщине, он будет вечно жить лишь с половинкой способностей главы, а не с полными унаследованными силами. И даже если позже он разделит ложе с настоящей Феро, это будет бесполезно. Черт, нельзя просто так стать Феро, вырезав эту метку. К тому же Круа умирает от руки Алоджи после появления настоящей Феро. Нет, я ни за что так не умру. И так обидно, что переродилась здесь, так еще и по собачьи сдохнуть? Ни за что. Раз уж так вышло, я изменю содержание оригинала и выживу в Ардженте любой ценой. И для этого мне нужно предпринять лишь одно действие. Я Диэла Ардженте, леди Круа Алоджи. Сразу видно, единственный, добрый и чистой душой главный герой. Герцог, у меня к вам есть конфиденциальный разговор. Выйдите. Герцог Ардженте, сэр Диэла. Да, леди Круа Алоджи. На самом деле, я пришла не для того, чтобы стать вашей невестой. Вы хотите расторгнуть брак? Нет, я пришла к вам как деловой партнер. До тех пор, пока не появится ваша настоящая Феро. Как щит, что будет вас защищать, и как жена по контракту, я помогу вам стать самым сильным главой семьи. Взамен, если вы отомстите семье Алоджи, что отправила меня как разменную карту. Сейчас вы сказали, пока не появится настоящая? Да. Я ведь точно убедился, что мое имя выгравировано на теле леди.
Не знаю, почему вы теперь утверждаете, что вы фальшивка, но... В итоге получается, что герцог Алоджи меня обманул? Тогда мы не сможем вот так мирно беседовать. Я знаю. Если раскроется, что я фальшивая Фиро, не только помолвка будет расторгнута, но и если Арджента объявит войну Алодже, мне нечего будет сказать. Я знаю, но... Если бы я и дальше пыталась обманывать сэра Диэла, то да. Лекарство от ран? Что за... Имя Диэла Арджента, выгравированное на моей спине, было вырезано насильно. Это доказывает, что я фальшивая Фиро. Я знал, что на Ардженту смотрят свысока, но не думал, что до такой степени. Думаете, Арджента отпустит того, кто пытался обмануть главу семьи? Нет, не оставит в живых. Однако, я не собираюсь действовать по плану герцога Алоджи. И я лучше кого-либо знаю, что даже если я это сделаю, ни одна из сторон не оставит меня в живых. К тому же, известно, что нынешний глава Ардженты самый слабый. Я знаю, что и Алоджи, и Картьель презирают Ардженту. Поэтому повторю вновь. Давайте заключим брак. Всего на 1 год. Пока не появится настоящая Фиро герцога, мы усыпим бдительность обеих семей. А после расцвета семьи уничтожим семью Алоджи. Но взамен защитите меня, герцог. Это мои условия сделки. Как я могу доверять вам, которая пришла по указке герцога Алоджи? Докажите мне, что я и правда вам могу доверять, леди Круа. Я пришла в Ардженту одна. У меня нет способа защитить себя здесь. Другими словами, сэр Диэлла может использовать меня и превратить этот кризис в возможность. Выбор лишь за вами. Хорошо. Давайте заключим этот брак. Ходи. Проверила? Да, имя, выгравированное на спине, действительно оказалось фальшивкой. Оно не только отреагировало на лекарство от ран, но и след стал бледнее. Давайте заключим брак. Всего на 1 год. Используйте меня, пока вы, герцог, не найдете настоящую Фиро и не обретете силу. Я решающий ключ, который заставит Алоджи и Картьель и дальше терять бдительность. Что значит обретете силу? Не знаю, на каком основании вы это говорите, но нынешняя Арджента силы не имеет. Даже если я заполучу силу главы? Нет, вы можете это остановить. Это при том, что другие в Ардженте совершенно в это не верят. Если бы вашей силы действительно не хватало, большинство из Ардженты уже бы откололись. Более того, у Ардженты самая лучшая разведка среди 3 семей. Так что поиск настоящей Фиро не займет много времени. Я верю в потенциал сэра Диэла.
Стой, прости, что я тебя отвлекаю. Но я хочу сказать, что на Бусти уже множество интересных проектов. Возможно, продолжение и этого тайтла уже залито. А я молчу о том, что прямо сейчас там есть эротические проекты, которые могут тебя заинтересовать. Сделка с врагом. Атмосфера вокруг нее определенно отличается от той, что я видела раньше. Она скрывала свою истинную сущность. Дорогой герцог Диэла Арджента, 50% доходов с основных рудников и земель Ардженты выплачивать герцогу Алоджи в качестве расходов на поддержание достоинства герцогини Ардженты Круа. Разрешите разместить еще 100 рыцарей Алоджи на перевале Тила между Арджентой и Алоджи, куда в последнее время стекаются монстры. Мало того, что герцог Алоджи требует выплачивать ему расходы на содержание герцогини, так он еще и создал выгодные для Алоджи условия на стратегически важном пункте. И последнее. Не могли бы вы проявить заботу и позволять Круа раз в месяц посещать герцогский дом Алоджи? Я так беспокоюсь, внезапно отправляя свою прелестную дочь. Прелестную дочь? И такую-то дочь он решил отправить как разменную карту? Фиэли, сюда. Да. Отныне ты будешь лично прислуживать той женщине, что станет герцогиней. И в Алоджи делай все, чего только она не пожелает. Даже здание строят только ради свадьбы. Это будет поистине роскошная свадьба. На сегодняшнем приеме госпожа Круа Алоджи будет сиять ярче всех, потому что браки между 3 герцогскими домами – большая редкость. И то верно. К тому же 3 семьи и императорский дом знают, что мы женимся после сладкого романа. Верно, Фиэли? Фиэли. Старшая горничная Ардженты и в то же время ключевая фигура, устраняющая тех, кто мешает Ардженте. Чистильщик. Хоть я и читала оригинал только до середины, я хорошо знаю, что как только в оригинале раскрылось, что Круа Алоджи – фальшивое перо, человеком, пришедшим перерезать ей горло, была Фиэли. Моя сделка с Диэлой – это важный секрет, но Фиэли может о нем знать. Нужно ее прощупать. Кстати, Фиэли. Да, госпожа Круа Алоджи. То, что ты прислуживаешь мне, это прямой приказ его светлости герцога Ардженте? Конечно. Он приказал мне всеми силами помогать госпоже Круа Алоджи, начиная с сегодняшнего приема и даже после свадьбы. Все-таки он рассказал Фиэли обо всем. И это, должно быть, включает в себя и мою охрану. Вот как. Тогда впредь рассчитываю на тебя. Это я на вас рассчитываю, госпожа Круа Алоджи. Хоть она и улыбается, но наверняка все еще настороже со мной. Я и не собираюсь ее обманывать, но от чего-то снова напрягаюсь. Это должно быть бесконечное море? Да, верно. Вы, должно быть, видите его впервые. Бесконечное море. Это территория, которую защищает семья огня Арджента.
Семья воды Алоджи – бескрайний лес. Семья ветра Картиель – пустыню, где все обращается в прах. Защищать каждую из этих зон – это обещание, идущее с древних времен. По сравнению с бескрайним лесом, Алоджи, как вам? Оно прекрасно. Я слышала, что семье Алоджи претит вода, но похоже, это не так. Если у тебя есть способность управлять водой, с чего бы ей претить? Кстати, если подумать, у семьи Алоджи была способность управлять водой. Круа из оригинала почти не могла использовать эту способность. Как раз и бокал наполнен. Может немного поэкспериментировать. Что? Способность управлять водой гораздо ощущается естественнее, чем в описании оригинала. Нет, даже больше. Ею управлять так же легко, как дышать. Госпожа Круа Алоджи, теперь нужно пройти в банкетный зал. Нужно немедленно закончить. Хорошо. Брак Ардженты и Алоджи, который вспыхнет всю империю, чтобы герцог Алоджи не заподозрил ничего, мы безупречно сыграем роль безумно влюбленной пары. Имперский способ сватовства необычен. Первое правило – невеста должна появиться, надев ослепительно белую вуаль, скрывающую ее лицо. Ваша светлость, герцог Диэла. Леди Круа Алоджи. Вы ведь знаете, что сегодня мы должны выглядеть как очень милая будущая супружеская пара. У вас хватит уверенности, чтобы так сыграть? Это... Вот же, реакция точно как в оригинале. Этот чистый и добрый мужчина, не способный на ложь, был так очарован своевольным поведением Круа Алоджи, что только и делал, что следовал за ней, не зная, как поступить. Но все же сегодня так нельзя. Герцог Алоджи ведь начнет причитать, что я не могу уследить за одним мужем. Ничего не поделаешь. Тогда пообещайте одно. Я буду вести сама, так что просто следуйте за мной. Второе уникальное правило – предложение руки и сердца в империи. Будущая невеста не входит вместе с будущим женихом. Входит леди Круа Алоджи из герцогского дома Алоджи. Подумать только, герцог Арджента и герцогский дом Алоджи породнятся через брак. Кто бы мог такое вообразить? Арджента и Алоджи объединятся? О боже, вы, похоже, не знали. Все слышно вообще-то. Интересно, что насчет этого думают в герцогском доме Картиель? Ты говоришь слишком громко. Но все же сейчас в семье Картиель главой является господин Сиетти, так что проблем не будет, верно? Кто знает. Семья Картиель, владеющая ветром. Сейчас там правит Сиетти.
один из 5 сильнейших глав семьи в истории. И поскольку чем сильнее глава, чем сильнее становятся и рыцари, получающие силу от рода, пока правит Сиетти, обычные монстры даже близко подойти не могут. Но из 3 герцогских домов 2 объединяются браком, из-за чего положение Картьиль станет неопределенным, так что им есть о чем беспокоиться. Будет его светлость герцог Диэла Арджента. Боже мой! Герцог Арджента стал таким статным и красивым, что его не узнать. Круа. Да, ваша светлость, герцог Арджента. 3 правило предложения руки и сердца в Империи. Снять вуаль с новой невесты может только тот, кто станет ее мужем. Я знаю, что это постановка, но немного волнуюсь. Станьте моей невестой, Круа Алоджи. Тело? У вас ведь нет ко мне чувств. Будет неприятно, если я заберу ваш первый поцелуй. Не беспокойтесь о том, что заберете мой первый поцелуй. Я в порядке, поэтому еще глубже. О боже! Куда глубже, чем сейчас. Полюбите меня. Вот так. Вы ведь сказали, что будете следовать моему видению. Тогда делайте так, как я хочу. Будьте куда смелее, чем сейчас. Еще. Я до сих пор удивлена. 2 враждующие семьи и правда решили заключить брак. Похоже, с сегодняшнего дня они будут самой яркой парой в высшем свете. Никогда не угадаешь, что уготовит в будущем судьба. И не говорите, как все-таки эти двое прекрасны. Ваша светлость, герцог Диэло. Входи. Как ваша светлость и предполагали, светское общество пришли в волнение от увиденного сегодня. Ну, наверное, благодаря тому, что леди была так активна. Госпожа Круа Алоджи тоже стала темой для разговоров, но в основном все говорят о вашей светлости герцоге, потому что вы показали себя совершенно с другой стороны, чем было о вас известно ранее. Такая реакция вполне ожидаема. Ведь все, что они помнят, это то, каким жалким я был в детстве. Тогда, думаю, сегодня мы с леди смотрелись вместе просто прекрасно. Конечно, слухи о том, что вы двое милая пара, уже распространяются. Да, чем больше слухов, тем лучше. Раздувай их так, чтобы не оставалось хвостов. Кассилус. Да. Так и передам другим вашим людям в Ардженте. Я в порядке, поэтому глубже, куда глубже, чем сейчас, полюбите меня. Круа Алоджи.
Значит, играл роль не только я. То, что Круа Алоджи показывала до сих пор, было лишь фальшивым образом. Ее истинная сущность я буду вести, так что просто следуйте за мной. Именно такова. То, что Круа Алоджи показала мне свою истинную сущность, означает, что она поставила на успех своей авантюры все. Или вовсе нет. Обычно, когда хозяин женится, слуги ведь и не приходят в такое волнение. Странно. Все выглядят такими довольными. Они ведь не могут не знать о моем злом характере. Ну, то, что все, кажется, рады новости о помолвке, это неплохо. Новость о нашей помолвке быстро распространилась по передовой Ардженты. Передовая Ардженты. Те, кто глубоко связан с Арджентой, это имя даруется лишь кто не предал Ардженту. Это означало, что все домочадцы герцогского дома Арджента уже услышали новости о случившемся. Похоже, они возлагают большие надежды на вас после перформанса, что вы вызвали. Потому что мы выглядим как невероятно милая пара молодоженов. Именно. Тогда, Фиэли, а как это выглядело с твоей точки зрения? Для тех, кто не знает обстоятельств, это должно быть выглядело очень мило. Но нужно знать, как это выглядело с точки зрения тех, кто в курсе. Обманывать нужно не только аристократов светского общества, но и герцога Алоджи. Как это выглядело с точки зрения знающего правду? Я про нашу помолвку. Все было прекрасно. На мой взгляд, настолько, что можно было легко обмануться. Похоже, она не врет. Это успех. Большая беда! Третий сектор Бесконечного моря прорван! Третий сектор Бесконечного моря прорван? Что случилось? Я все узнаю. Госпожа Фиэли, как обстановка? Спрашивают сначала об обстановке. Она догадывалась об этом. Оборонительная линия Бесконечного моря рухнула. Полностью рухнула? Нет, не совсем. Хоть это и брак по контракту, я все же стану хозяйкой этого места. Так что пренебрегать обязанностями не стоит. В третий сектор вторглись 2 отряда монстров. Первый отряд, атаковавший третий сектор, был гораздо многочисленнее обычного. Командир на месте. Руа, естественно, сдерживал более многочисленную сторону. Но второй атаковавший отряд монстров также был превосходящим по численности. Поэтому, говорят, оборонительная линия рухнула в одно мгновение. Значит, монстров было гораздо больше, чем размещенных войск. Да, по свидетельствам рыцарей, находившихся на месте, похоже, объединились несколько групп монстров. Несколько монстров? Я вспомнила, о каком моменте идет речь. Движения монстров со стороны Бесконечного моря были необычными. Только вот подробного описания не было. Но откуда обычная служанка, не являющаяся рыцарем,
может так хорошо знать о делах на поле боя? Вряд ли отчеты докладывают и горничным. Наверное, именно рыцари поделились этой информацией с ними. Кажется, последнюю линию обороны удалось удержать. Ну как они это сделали? Подкрепление прибыло? Грешник Руа, взяв на себя всю ответственность, бросился в самую гущу монстров. Пока он, впав в ярость, распространялся с ними, другие воины восстановили и удержали оборонительную линию, а подкрепление уже выдвинулось. Грешник? Хорошо, немедленно составь срочный отчет. Да. Почему он грешник? Он ведь пожертвовал собой, чтобы исполнить свой долг. К тому же, вместо того, чтобы почтить память Руа, все будто так и надо. Потому что он не справился со своей работой как следует. Если бы он не пожертвовал собой, чтобы выиграть время, согласно уставу Ардженты, он был бы наказан еще строже. Володжи, вы такого не видели, поэтому вам это кажется странным. Вы спросили, почему он грешник? В Ардженте есть абсолютный кодекс поведения. Делай. Или не делай. Я слышала эти слова. Нет, я видела их. Фраза, которая первой появилась в описании Ардженты в оригинальном романе. Делай или не делай. Если не справляешься с работой как следует, естественно, отдаешь свою жизнь. Но даже отдав жизнь, остаешься грешником. Тот, кто поклялся в верности главе семьи, может использовать силу рода. И сила рода используется по-разному, в зависимости от способностей главы. Диэла обладает самой мощной силой среди всех глав Ардженты в истории. И эта сила поистине подавляющая, даже без Феро. Поэтому и человек по имени Руа смог, впав в ярость с помощью силы Ардженты, остановить большое количество монстров. Даже если он, пожертвовав жизнью, остановил часть монстров, если не сделал как следует работу, это равносильно тому, что не сделал ее вообще, так? Вы все схватываете на лету. То, что Диэла намеренно показывает себя слабым, чтобы подготовиться к будущему, предполагаю, что связано с суровыми нравами Ардженты. Наверное, из-за его доброго характера ему было еще тяжелее. Диэла. Итак, Руа, впав в ярость от силы Ардженты, погиб. Тело в состоянии, пригодном для сбора. Похорони его прямо перед бесконечным морем. Понятно. И еще госпожа Круа Алоджи тоже услышала новости. И что? Она спросила, почему Руа грешник. И, казалось, была немного удивлена. Хорошо, можешь идти. Да. В третий сектор понадобится новый командир. Как же мне стоит поступить с моей невестой? Кстати, свадьба уже на носу. Как все так обернулось? Госпожа Круа Алоджи, можно войти? Входи, Фриэли. Прошу прощения, вы закончили с чаепитием? Да. Что это у тебя?
Это материалы, касающиеся всех дел, которыми ведает Арджента. Это полный объем, так что на ознакомление у вас уйдет немало времени. Что? Полный объем? Нет, Фиэли, я ведь здесь ненадолго. Разве можно мне знать о столь важных делах в Ардженте? Я не очень-то хочу знать о них. Вы должны знать. Давайте перенесу все на стол. Хозяйка каждого дома не только собирает информацию, циркулирующую в светском обществе, но и отвечает за внешний имидж и внутренние дела семьи. Поэтому госпожа Кроа Алоджи тоже должна знать обо всех делах, которые ведутся Арджентой, чтобы беспрепятственно выполнять свои обязанности хозяйки. Все дела? Это значит, что и теневые дела тоже включены? Это ведь значит, что мне собираются раскрыть все секреты и всю подноготную семьи. Как бы то ни было, это... Вы действительно можете мне это доверить? Да, такова воля господина. Воля дела? Дело, он ведь не забыл, что я фальшивая Фиро. Он ведь знает, что я уйду, когда появится настоящая Фиро. Этот мужчина, не слишком ли он добр? Насколько же он мне доверяет? Фиэли, а ты против, а? Конечно, я тоже согласна. А? Итак, тогда начнем с южных дел. Фиэли, подожди. Чувствую себя мошенницей. Это здание было построено только для свадьбы? Какая же роскошная будет свадьба. С нетерпением жду. Верно, это важный исторический момент. Герцог Диэлла. Герцог Алоджи. Похоже, подготовка идет хорошо. Вручаю вам свою дочь. Пусть она и дитя с недостатками. Конечно. Раз уж мы породнились, давайте оставим былые обиды в прошлом. И примите мою дочь как свою драгоценную жену. Само собой, не беспокойтесь. Тогда увидимся позже. Да, скоро увидимся. Скоро начнется. Хочется поскорее увидеть их двоих. Герцог Алоджи прибыл. Поздравляю, герцог Алоджи. Вы нашли прекрасную пару своей дочери. Разве может быть в мире событий радостнее этого? Спасибо за проявленный интерес. Но прошу меня извинить. Да, присаживайтесь. О боже, вода! Все-таки это в духе семьи воды Алоджи. Посмотрите туда. Даже маленькие огоньки, отражающиеся в канале. Действительно прекрасно. Похоже, приготовления к встрече жениха и невесты закончены. Жених, невеста входят. Судя по выражению лица, план дела еще не раскрыт. Места для семьи со стороны жениха, конечно же, пусты. Как и в оригинале, герцог Алоджи их убил. Дело. Знает ли он, что виновник герцог Алоджи? Сколько ни смотри, похоже, не знает. И если бы знал, то ни за что бы не женился на дочери врага, убившего его родителей. Бедный человек. Диэлла, я помогу вам убить герцога Алоджи, пусть и своей небольшой силой.
Тогда объявляю начало свадебной церемонии. Его светлости герцога Диэла Ардженты и леди Круа Алоджи. Сим двое навеки обещали стать единым целым. Теперь двое, соединившиеся узами брака, скрепите клятву поцелуем. А это герб главы семьи Арджента, что был скрыт до сих пор. Точнее говоря, он мешает способностям главы семьи раскрыться. Если настоящая Фиро сорвет эту линию, способности главы резко возрастут, но если ее сорвет не Фиро, способности главы больше не смогут развиваться. Мы с Диэло должны непременно защищать этот цветок. Прекрасная невеста. Нужно выглядеть немного милее, да? Конечно. Тогда на этот раз поведу я. Спасибо, Круа, за то, что вышла за меня замуж. Боже мой! Дело сегодня. Все прошло прекрасно. Тогда мы отправляемся. Желаю вам приятного медового месяца. Трогай. Да, понял. Нам тоже пора. Похоже, свадьба прошла благополучно. Ага, все прошло безупречно. Теперь нужно лишь защитить невинность Диэла. Смутился. Не волнуйтесь, Диэла. Ночью я буду просто держать вас за руку и спать. Вау, похоже, у Ардженты действительно много денег. Построили здание только для свадьбы. Да еще и виллу только для медового месяца. Вам нравится? Да, просто великолепно. Если посмотреть на пейзаж с верхнего этажа, вам понравится еще больше. Правда? Хочу скорее посмотреть дело. Хорошо, пойдемте прямо сейчас. Пейзаж, где море и лес сливаются воедино, поистине прекрасен. Это место находится на границе Ардженты и Алоджи? Да, верно. Завтра утром позавтракаем здесь. Да, я скажу, чтобы все подготовили. Мы все разобрали, госпожа. Хорошо поработали. Часть тех, кто следует за нами, служанки Алоджи. Их цель – следить за нами в течение 3 дней, пока мы будем здесь. Раз они разобрали вещи, давайте немного отдохнем и осмотрим особняк. Хорошо. Мы покажем им идеальную игру во влюбленную пару. Целый день быть под наблюдением утомительно. И взгляды определенно были назойливыми. Но для спешно построенной виллы она очень просторная. Я слышал, что ее строили с размахом. Я и не думал, что придется так долго ходить. Раз уж я налил, стоит выпить, верно? Конечно. Давайте постараемся до прихода настоящей Фиро. Давайте. Сладко и ароматно. Не хотите еще бокальчик? Да, конечно.
Может, выпьем еще по одному последнему бокальчику? К сожалению, то, что вы только что выпили, было последним. Тогда пора закругляться. Идите сюда. Настоящее Фиро появится через 2 месяца. Если бы я точно назвала время прихода Фиро, это вызвало бы подозрение. Поэтому я примерно сказала, что контракт на год. Но уже через 2 месяца я покину это место. Мои глаза странные. Нет, красивые. Да? Красивые, как море. Пусть мы и не настоящие супруги, но комплименты от чистого сердца я говорить могу. Но настоящее море гораздо глубже и темнее. И все же море, которое видишь издалека, такого же цвета. Море, которое видишь издалека, правда такое. Такой медовый месяц тоже хорош. Тихий и спокойный. Я рад, что вы довольны, леди Круа. Леди Круа? Я ведь больше не леди Круа. Чтобы выглядеть как настоящие супруги, нужно быть немного ближе. Так что потренируйтесь называть меня по имени. Круа Алоджи. Зачем вы добавляете Алоджи? Это создает дистанцию. Круа. Еще разок. Круа. Хорошо, зачет. Я сдержу свое обещание и не лишу вас невинности. Вместо этого, чтобы обмануть шпионов, нам придется проводить ночи вместе, как сегодня. Да, вы правы. Кстати, у меня есть просьба. Какая? Вы уверены, что все будет в порядке, Круа? Да, это необходимо. В Ардженте говорят так: делай или не делай. Поэтому, если уж делать, то делать как следует. Хорошо. Это легкий чай из Лораэля. Он поможет от усталости. Спасибо. Отнесешь Диэлу, который работает в кабинете? Он, должно быть, устал от работы. Хорошо, мадам. Наконец-то эти надоедливые люди Алоджи сегодня уезжают. Так что можно будет немного вздохнуть спокойно. Надо потерпеть еще немного. А? Детский плач? К ней нельзя так легкомысленно подходить. Ты кто такой? Помогите! Мадам, как прикажете поступить? Иди сюда. Из-за чего ты плачешь? Мамы нет. Мамы? Мы вместе пришли. Может, кто-то из слуг привел с собой ребенка? Тогда человек явно не из Ардженты. Мама! Не плачь, малыш. Он, не прекращая, плачет от беспокойства. Так не пойдет. Я поищу маму вместе с ребенком. Но, мадам, проблема безопасности. Все в порядке. Я верю Алоджи и Ардженте. Конечно, потому что я знаю, что ни у одной из сторон нет причин мне вредить. Но все же, они могут забеспокоиться. Так что другим не говори.
Фиэля, я на тебя рассчитываю. Более того, что может сделать ребенок? Понятно. Но все же на всякий случай представлю к вам человека. Ребенок, кажется, немного боится других. Я быстро схожу одна. Теперь немного успокоился. Нашел маму? Так я и думала. Даже при такой строгой охране не растерялся. И так подозрительно ко мне прицепился. Вот в чем была причина. Хоть и велика вероятность, что этот ребенок может мне навредить, но особого беспокойства нет. Фиэля наверняка следует за нами. Госпожа Круа Алоджи. Все-таки шпион Алоджи. Прошлой ночью вы провели ночь с герцогом Арджента? Конечно. В таком случае предоставьте доказательства. Доказательства? Как я докажу? Представьте что угодно, что может послужить доказательством того, что вы провели ночь с герцогом Арджента. Хорошо. Все-таки хорошо, что я вчера попросила Диэла. Почему это всплыло в памяти именно сейчас? Сейчас не время вспоминать такое. Для начала нужно действовать спокойно. Этого хватит? Хорошо, я убедился. Малыш! Мама! Я нашел маму. Мамочка! Как раз вовремя появившаяся мама. Я предполагала, что он отправит проверку. Но что использует подобный способ... Даже в оригинале, кажется, не было сцены, где Алоджи проверяет первый раз. Нет, в оригинале ведь Круа, решившая обмануть Диэла, и действительно, проведшая с ним ночь, была в центре сюжета. Диэла, следы остались отчетливо? Да. Отчетливо остались. Не знаю, почему в такой ситуации приходят такие мысли, но... Этот человек... Почему он так хорош в этом? Нужно быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Поэтому у меня к вам будет просьба. Как она могла предположить, что из Алоджи отправят человека? Зная характер герцога Алоджи? Или Круа Алоджи все еще человек Алоджи? Ограда Арджента крепка. За оградой неприступная стена, а внутри надежная защитная стена и опора. Круа Алоджи, я еще не доверяю вам полностью, и потому выпущу вас в ограду Ардженты. Если вы действительно человек Алоджи, вам придется хорошо постараться, чтобы доказать свою преданность. А если вы пришли, чтобы по-настоящему заключить брак с Арджентой, надеюсь, вы и вправду предложили мне фиктивный брак из собственных побуждений. Как ни крути, требовать доказательств — это слишком, не так ли? Каких еще доказательств он ждет? Да еще и в образе ребенка.
с наложенной магией. Можно войти, Кроа? Так осторожно входите в спальню новобрачных? Конечно, можно. Простите, что не смог быть с вами днем. И за то, что по срочному делу сразу же уехал. Простите. Все в порядке. Раз это срочное дело, Володжи тоже не будут сомневаться. К тому же мне пока еще не очень хорошо. Знающий про дела Ардженте, заходить в кабинет было бы чересчур подозрительно. И что самое главное, я ведь несколько раз ходила около кабинета. Что? Смотрела, как невеста, томительно ожидающая своего мужа, когда же тот спустится. А я, в свою очередь, так и не спустился. Я стал плохим мужем. Не думаю, что герцог Алоджи из-за этого заподозрит, что у нас плохие отношения. А, и насчет герцога Алоджи. Да? Хорошо, я убедился. Неужели сам герцог Алоджи? Чего? Что за мерзкие слова? Другой человек, это точно другой человек. Я едва не ошибся насчет герцога Алоджи. Он все равно остается нашим врагом, так что не... в любом случае, благодаря вам, мы преодолели первый кризис. Первый кризис, говорите? Этот узор белой лилии. Герцог Алоджи ждет, пока я сотру эту белую лилию. Диэла Арджента передаст свою чистоту и даст стереть эту метку тому, с кем заключит брак. Сейчас она ярко сияет и в будущем никогда не потускнеет, до тех пор, пока не появится настоящая Феро. Понятно. Не волнуйтесь, до прихода настоящей Феро я буду защищать вас, так же, как и сейчас. Но есть кое-что, что нужно прояснить. Что именно? Кто именно в Ардженте знает нашу тайну? По крайней мере, я знаю, что Фиэлли в курсе. Не заметить этого было невозможно. Да и не доставит ли проблем вам, если ваш сообщник будет глуп? Верно, Фиэлли знает. Тогда скажите мне, кому в Ардженте я могу точно доверять? Насчет этого можете не волноваться, Кроа. Любому человеку из Ардженты, кто ходит на этот 4-й этаж, можно доверять. Не переживайте. Да? Неужели все слуги Ардженты, кто ходит на этот 4-й этаж, в курсе? Да? Можете совершенно не волноваться. Как может человек быть таким наивным? Особенно те, кто обладает способностями и ходит на 4-й этаж. Всем им, как истинным Арджента, можно доверять. Настоящие Арджента хорошо знают, что предательство – это глупость. Ариэлла, все люди знают, что предательство – это глупость. И что если предательство удастся, оно станет справедливостью. Я понимаю, почему вы беспокоитесь, Кроа. Но когда вы узнаете людей Ардженты получше, вы увидите их по-другому. Спокойной ночи, Кроа. Спокойной ночи. Так что это, Фиэлли? Это договор, который подписывают все члены семьи, уезжающие из дома с сегодняшнего дня. Это магический договор, который не позволяет бывшим членам семьи Арджента раскрывать секреты семьи после ухода. Ваша светлость должна будет получить подпись того, с кем будет заключен договор. Договор, в котором на кону имя главы семьи, наверняка очень важен. И вы показываете его мне. Которое состоит с Диэлла в фиктивном браке?
Тот, с кем будет заключен договор, сейчас ждет. Может, сразу его позвать? Уже ждет? Тогда сразу... Подожди, Фиэлли. Сразу же после подписания этого контракта Миретта, более не служащий под началом рода Арджента, не сможет нигде распространять информацию о роде ни в каком виде. Если же все же попытается разгласить какую-либо информацию, то пусть не забывает о том, что в тот же миг его дотла сожжет пламя главы рода и все вокруг тоже. Глава семьи Диэла Арджента. Огонь семьи сожжет? Фиэлю, такие договоры часто заключают? Это не частое явление, но иногда подобное случается. Правда, я почти не видела, чтобы кто-то нарушал этот договор. Это традиция Ардженты? Да. Слабый Диэла способен сжечь их собственным огнем? Почему-то это кажется да нельзя странным. Понятно, теперь отправляемся. Да, мадам. Сюда. Здравствуйте, мадам. Впервые вас вижу. Я Миретта. Этот мужчина Миретта, который заключит договор. Это гусиное перо и кинжал? Чернил нет. Неужели? Вы знаете, как подписывать договор, Миретта? Гусиное перо без чернил и кинжал? Способ использования, о котором говорила Фиэлли, наверное. Не думал, что мне придется когда-нибудь подписать этот договор. Начинаем. Да. Как я и думала, кровь служит чернилами. Ох, больно, наверное. Все готово, мадам. Хорошо поработали. Миретта. Хотя я и верю, что такого не случится. Но если вдруг ты нарушишь клятву, ты снова окажешься здесь. Миретта, запомни эту клятву. Я запомню. Спасибо, что пришли засвидетельствовать, мадам. Для меня была большая честь встретиться с вами, хоть и ненадолго. Но почему вы покидаете Ардженту? В том месте, куда я желаю поехать, живут родители моей жены. Она хочет провести свои последние дни там. Понятно. Тогда надеюсь, что от вас будут только хорошие вести, Миретта. Прощайте. Спасибо. Я ненадолго отлучусь и провожу его до кареты, мадам. Да, проводи его. Это определенно внутреннее дело Ардженты. Почему-то мне кажется, что я ввязалась в дело, в которое мне, как посторонней, вмешиваться не стоило. Диэла был уверен, что из-за этого договора в Ардженте не будет предателей. Но все же... Почему Арджента? Изначально Миретта был слугой герцога. Если он был слугой Диэла, они, должно быть, были очень привязаны друг к другу. Диэла, наверное, было очень тяжело заставлять его писать такой договор. Ваша светлость, я принесла договор Миретты. Ходи. Я принесла магический договор Диэла. Руа? Удивлены тому, что пришла я? Немного. Вы быстро его приняли.
Спасибо, Кроа. И Диэла тоже кинжалом. Я инстинктивно чувствую, что договор заключен. Я слышала, что этот человек до недавнего времени был вашим слугой дела. Да. Очень жаль. Дело, честно говоря, я беспокоилась о предателях. Но и вы заверили меня, что предателей не будет. И сегодня я убедилась, что предать будет не так-то просто. Им как минимум нужна уверенность для этого. И Миретто был человеком дела, так что проблем не будет. Наверное. Спасибо за утешение, Кроа. Увидимся вечером. Действительно, как у молодоженов прям. Тогда доброго дня, дело. Рик. Разорвать? Да. Миретту нет. Привлечь тех, кто симпатизирует картель. Какое-то время они будут следить за Арджентой. А когда они попытаются связаться с картель, немедленно доложи. Я разберусь с ними лично. Да, понял. Раз уж я привлек начальника разведки Рика, теперь Миретта полностью в поле зрения Ардженты. И за каждым его шагом будут следить. Уверенность, говоришь, да? Верно, Кроа. Без уверенности никто не предаст. Но проблема в том, что у них есть необоснованная уверенность. То, что я заключил эффективный брак с фальшивой Феро, создало идеальный момент, чтобы избавиться от внутренних предателей. Законы Ардженты не прощают предателей. Срочное донесение, ваша светлость. Ходи. В 4-м секторе Бесконечного моря наблюдается подозрительная активность. В 4-м секторе? Да. Командир на месте. Редиус просит вашу светлость прибыть. Сам дядя? Немедленно сопроводи туда. Диэла внезапно покинул свой кабинет из-за срочного донесения. Да, говорят, на этот раз проблема в 4-м секторе. В 4-м секторе Бесконечного моря, да? Меня беспокоит недавнее крупномасштабное нападение. Хоть Диэла и кажется слабым внешне, он определенно талантливый глава, рожденный с великой силой. Но почему так неспокойно? Но Фиэли Диэла уехал, ничего не сказав? Я немного растеряна. Да, я получила сообщение, что он уехал на место происшествия, не мешкая ни минуты. А, понятно. Думаю, он благополучно вернется. Это последний документ для подписи. Я хотела успеть попить с ним чай. А? Пособие для объектов теням? Или что это? Тени — это люди, которые передают денежные пособия семьям тех, кто погиб, выполняя задание Ардженты. Объектами пособия теней в этом квартале являются семьи грешников, и господин велел уделить этому особое внимание. Человек по имени Роа.
Это рыцарь, погибший в бою в 4-м секторе Бесконечного моря. Я думала, что он слишком жесток к нему. Но, похоже, это было не все. Типичный Диэлла. Кстати, а что именно получают семьи, которым помогают тени? Семьям, которым помогают тени, предоставляются право на проживание на землях Ардженты и право собственности на здание, а также поддержка, чтобы они могли жить в достатке всю свою жизнь. Поэтому и у жителей земель и услуг Ардженты высокая преданность к Ардженте. Весьма значительные льготы. Определенно стать слугой Ардженты выгоднее. Тогда каковы условия, чтобы стать слугой Ардженты? Проявление этой способности. Я слышала, что и у других семей есть слуги, обладающие способностями, соответствующими их атрибутам. Так что и у Алоджи также. Да, в основном в поместье Алоджи работают люди, способные управлять водой. Но атмосфера там немного другая. Во-первых, без способностей там работать нельзя. Но магического договора, который сегодня подписал Миретта, или помощи теней, я никогда не видела. Особенно система теней, кажется, является традицией только Ардженты. И в этом, вероятно, причина, по которой атмосфера в двух других герцогских семьях и в Ардженте разная. Что случилось? Входите. Ни у кого из Ардженты вроде ко мне особых дел нет. Прошу прощения, мадам. Из 4-го сектора просят подкрепления. Что? Туда ведь уже направился Диэлла. И все равно нужно подкрепление? Да, господин лично просил передать. А только что это странное чувство. Точно тот инцидент, в котором единственный учитель Диэлла, Редиус Арджента, погибает в бою. И инцидент, из-за которого Арджента и Диэлла оказываются в кризисной ситуации. Как же я могла забыть, он строго идет после того, как Круа Алоджи и Диэлла Арджента поженились. И незадолго до прихода настоящей Феро в это поместье. Сколько примерно войск запросили? Поскольку бой затянулся дольше, чем ожидалось, и потребуется больше времени, чтобы нанести порядок, он попросил столько сил, чтобы можно было быстро навести порядок. Какое счастье! Нет, они определенно не знают, насколько серьезная ситуация. То, что опытный командир Рейдиус, даже получив подкрепление от Диэлла, вынужден погибнуть. За всю историю Ардженты. Никто и не предполагал, что появится монстр, использующий магию воды. Поэтому Рейдиус и был вынужден пожертвовать собой, чтобы одержать победу. 4-й сектор был защищен в обмен на жизнь Редиуса. Но если это оставить как есть, все пойдет по трагическому сценарию оригинала. Редиус Арджента не только единственный кровный родственник Диэлла, но и ключевая фигура в военной мощи Ардженты. Ни за что нельзя позволить ему умереть. И я не собираюсь действовать из сострадания. Это и ради моего безопасного будущего. Немедленно сформировать и отправить подкрепление. И численность Макс... то, что я знаю о том, что этот монстр владеет водой, это секрет.
Я чуть не проболталась. Численность войск лучше пусть решают рыцари, а не я. Вас понял. Вместо этого, вместе с ними, сформируй и отряд для моей охраны. Что? Там вода, а я ведь Алоджи. Если войска нужны даже там, где есть дело, ситуация на месте может быть серьезнее, чем мы думаем. Там же вода. Разве Алоджи, повелевающая водой, не должна пойти туда? Доложу вам все сразу после совещания, мадам. Да. Ради семьи Арджента и дела, и ради моего будущего, я должна предотвратить эту трагедию. Я ненавижу море. Издалека сверкающее море казалось бесконечно прекрасным. Но твари из него беспрестанно посягают на сушу. И те, кто поклялся защищать сушу от этой угрозы, каждый раз, когда жертвы Ардженты появляются... Пламя Ардженты живо. Никому не отступать. Всем в атаку. Кия? Они уходят. Это конец. Не может быть. Монстр, использующий магию воды? Монстров в несколько раз больше, чем раньше. Пламя не достает. С такого расстояния эту стену не пробить. Похоже, и в пустыне, которую защищает Картиель, управляющий ветром, информация о появлении монстров, использующих магию огня, была правдой. Глава Картиель, раскрывший свои способности благодаря Феро, одним ударом подавил тварь, использующую магию, но для меня сейчас, не раскрывшемуся благодаря Феро, остановить его — это предел. Более того, даже если я запросил подкрепление из особняка, поскольку я не учел переменные с монстрами, большой помощи не будет. Чтобы остановить этих тварей, я войду в состояние берсерка и остановлю их. Это моя ошибка, что я, не учтя переменные, запросил лишь небольшой отряд. Если дядя войдет в состояние берсерка, ущерб можно будет уменьшить, но... Эти слова станут последней волей дяди. Глава, разрешите? Состояние берсерка... Элла! Дело! Руа Алоджи? Море, остановлю я дело. Приливная волна остановилась? Нет. Крак! Она не остановилась. Это Круа Алоджи ей управляет.
Е- Я знала, что рядом с источником силы она становится сильнее, но настолько сильнее. Все-таки, чем больше используешь эту способность, тем легче ей управлять. И создавать формы, как я задумала, тоже получается. Хорошо, что я практиковалась в свободное время. Точно, сила Круа из оригинала была слабой. Но я сейчас другая. Остается лишь считать, что с моим переселением и в способностях произошли изменения. Мадам, подготовка закончена. Отдайте приказ о выступлении. Все-таки то, что я лично выступила, дало эффект. Собралось гораздо больше людей, чем планировалось. Всему войску выступаем в 4-й сектор. Да. Ощущение от езды верхом на лошади довольно привычное. Похоже, у Круа из оригинала был не только опыт верховой езды, но и талант. Госпожа, скоро прибудем в 4-й сектор. Хорошо. Ради будущих планов, сегодняшняя битва должна закончиться благополучно. Не знаю, насколько я смогу помочь, но чем ближе я подхожу к огромному морю, тем сильнее кровь Алоджи закипает. Она в одиночку управляла этой огромной приливной волной. Она защитила нас. Честно говоря, я и сама удивлена. Даже если ты рядом с морем, я не думала, что способности так возрастут. Тогда насколько же сильны другие Алоджи? Если, как и в оригинале, у следующего главы Алоджи, Пентаса Алоджи, появится в Феро, он проявит силу другого уровня. Постойте, а у Пентаса Алоджи появилась Феро? Если я, в отличие от оригинала, не умру и буду использовать такие сильные способности, как сейчас, то нет причин, по которым меня не выберут следующим главой, верно? Вода? Она не глава, а такие способности? Насколько же сильной силой обладает герцог Алоджи? Невероятная сила. Ого. Тварь, использующая магию, исчезла. Пропала? Нет, эта тварь спряталась. Приливная волна стала еще больше. А я вижу эту тварь. Спряталась под приливной волной. Даже если спрячешься, бесполезно. Это шанс. Раз эта тварь, управляющая водой, с одного раза не получится. В таком случае с еще большей силой... Руа. Тело? Победили! Уа! Монстр, управляющий водой, мертв. Привести поле боя в порядок. Сила еще не раскрывшаяся и уже на таком уровне. Это превосходит воображение. Все-таки дело.
Круа. Круа, вы в порядке? Как вы вообще додумались сюда прийти? Я беспокоилась. Мой сообщник ведь не должен пострадать. Более того, я подумала, что смогу немного помочь. Спасибо, Круа. И я думала, что с вашим характером вы не сможете как следует сражаться. Возможно, он отличается от того мужчины, которого я знаю. Глава рода. Зачистка поля боя завершена. Да, выступаем. Понятно. Мадам, вы Нет. Я сам повезу ее на своей лошади. Странный аромат дурманит разум. Тяжелый аромат, давящий на тело. Пропах моря, которое я так ненавидел. Почему же этот аромат ощущается как нектар, утоляющий жажду? Круа. Алоджи. Нет. Круа. Это все благодаря вам. После того, как я столкнулся со смертью бесчисленных Арджента и своих родителей, я решил никому не отдавать особой привязанности. Всегда нужно было быть хладнокровным, и ничья смерть не должна была меня поколебать. Однако, если есть человек, который свободен от этого моря смерти и может смело ему противостоять, тогда, Круа, я вас... Знакомый потолок. Благополучно вернулась в особняк. О, нет сил даже пальцем пошевелить. Во рту пересохло, будто вся влага из тела испарилась. После использования мощных способностей всех 3 родов, говорят, у каждого человека появляются разные побочные эффекты. У меня вот такой побочный эффект. А? Вы очнулись, мадам? Да, только что проснулась. Я немедленно позову врача. Врач не нужен, важнее другое. Сэр Редиус, он в порядке? Я о полевом командире 4-го сектора. Нет, все войска, участвовавшие в этой битве, целы? Каков масштаб потерь? У сэра Редиуса и войск 4-го сектора лишь легкие ранения. Сэр Редиус, увидев вас, сразу же вернулся в 4-й сектор. Что? Сэр Редиус уже ушел? Как долго я была без сознания? Мадам, вы были без сознания около 1,5 дней. Целых 1,5 дня? Да, мадам. В этой битве за 4-й сектор, благодаря вашей поддержке, потери были небольшими. Слава богу, что смогла помочь. Уже то, что сэр Редиус выжил, будет большой помощью для Ардженты. План удался, хоть и с некоторыми побочными эффектами. Кстати, а как дело? Он благополучно вернулся и выполняет свою работу строго по графику. И в перерывах между делами заходил проведать вас. Передай ему, что со мной тоже все в порядке. Понятно. Однако был приказ главы рода обязательно позвать врача, когда вы очнетесь. Хорошо, тогда позови врача, а сама иди доложи дело. Да, во имя Ардженты. Во имя Ардженты? Мадам, это врач Ниас. А, входи. Во имя Ардженты. Я вас ненадолго осмотрю, мадам. Угу.
Когда горло отдохнет, оно постепенно восстановится. Больших проблем не видно. Если вдруг где-то почувствуете недомогание, сразу же зовите. Да, спасибо. Буду осторожна. Да, во имя Ардженте. Во имя Ардженте? Кажется, с недавних пор я часто слышу эту фразу. Мадам, можно ненадолго войти? Входи. Во имя Ардженте. Во имя Ардженте. Кстати, а что это со всеми? Уходя, говорят во имя Ардженте. Атмосфера, кажется, сильно изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Больше, чем боевое товарищество, ваш образ. Мадам, для Ардженте оказался весьма впечатляющим. Почему? Даже самим Ардженте страшно жертвовать собой ради Ардженте. А вы, мадам, бросились на поле боя еще более безрассудно, чем Ардженте. Ардженте считает, что мадам прошла первое поле боя. Хоть ваши способности не пламя, я тоже считаю, что вы прошли первое поле боя. Первое поле боя? Что это значит? Это означает испытание, чтобы стать истинным Ардженте. Испытание, в котором нужно выжить без оружия, лишь с помощью своего пламени. Если испытуемый погибает, его способности становятся частью главы рода. А если выживает, то становится настоящим членом Ардженте. Другими словами, это опять способ «выживи или умри». Все никак не могу привыкнуть. Однако, с другой стороны, я начинаю понимать эту неявную связь, что чувствуется между людьми Ардженте. Я не знаю, когда покину это место. А тут стать Ардженте — странное чувство. Но все же, то, что я должна уйти, остается неизменным. Теперь и скоро появится настоящее Феро. Пора потихоньку готовиться. Элли. Да, мадам? Принесешь карту континента? Глубокая часть континента, не подвергая жизни опасности. Место, где можно всю жизнь жить в достатке. Это, конечно же, лес Дейзи. Конечно, сейчас это лес, полный диких животных и монстров. Но через несколько лет вокруг реки, рядом с лесом, будет построен огромный водный путь. Верно? Все-таки будущее за недвижимостью. Но проблема в том, что средств на покупку заранее нет. Но если купить, это точно будет джекпот. Где бы достать? Руа! Тиэла? Я беспокоился, Круа. Я хотел прийти пораньше, как только услышал, что вы очнулись. Но на побережье одно за другим случались беспокойства. То есть вы извиняетесь за то, что не были рядом, когда я очнулась? Да, простите и спасибо. Все в порядке. Понятно, что вы были заняты. Но хотя я и слышал от Ниоса, вы действительно в порядке? Я впервые так использовала свои способности, так что тело, видимо, немного удивилось. Сейчас я в полном порядке. Вы перенапряглись, используя свои способности. Если бы я этого не сделала, был бы большой ущерб. Правда, благодаря вам, Круа, многие Ардженте выжили. В следующий раз я должен сказать вам так не делать. Но для этого ваша способность слишком соблазнительна. И если возникнет такая же ситуация, я не уверен, что смогу вас остановить. Что же делать, Круа? Что ж тут можно поделать?
Я и впредь буду помогать. Мы ведь в одной лодке, пока не изгоним род Алоджи. Спасибо, Кроа. Ах, да, Кроа. Пришло письмо от герцога Алоджи. Я подумал, что вам, Кроа, тоже нужно будет его проверить, и принес. Письмо? Один раз в месяц, согласно данному ранее обещанию, я бы хотел увидеться со своей дочерью Кроа. Цель этого письма, вероятно, посмотреть, как продвигается план по лишению дела невинности. Именно в то время, когда и так трудно строить планы на будущее. Как и ожидалось от герцога Алоджи. А? Постойте-ка. Герцог Алоджи ведь ставил условия брачного контракта. Такие несправедливые. Среди них точно были расходы на поддержание достоинства. Вот оно, мой источник средств. Круа? Ничего особенного, не обращайте внимания. Кстати, то, что у вас на коленях, это карта? А, да, я попросила Фиэли принести. Когда-нибудь, когда я покину Ардженту, я хотела бы жить рядом с лесом Дейзи. Дело? То есть, когда вы покинете Ардженту? Кроа, ложитесь спать первой. Мне, похоже, нужно закончить кое-какие дела. А потом я присоединюсь. Да, я лягу первой. Вы всегда так много трудитесь, Диэла. Когда-нибудь, когда она покинет Ардженту, она хотела бы жить рядом с лесом Дейзи. Лес Дейзи. Почему она хочет уйти? Потому что рядом с лесом протекает огромная река? Вероятность низка, но используя силу реки как источник, уничтожить всех Алоджи, а затем в одиночку противостоять Ардженте? Нет, она не настолько безрассудна. Неужели? Неужели ей обязательно нужно уходить? Я думал, вы мудры. Почему одно вы знаете, а другого нет? Про Алоджи, которая слишком глубоко вошла в Ардженту, Арджента не оставят в живых просто так. Когда придет настоящее Феро, Проа отправится не в лес Дейзи. И как она выполнила свою роль, она будет должна умереть. Должна умереть. Я собирался так и сделать. Чему я колеблюсь? Просто потому, что она была единственным союзником? Просто потому, что она спасла многих Арджента? Просто из-за ее желанных способностей? Просто дело. Если вдруг Феро припозднится, это будет не так уж и плохо. Нет, может, сейчас даже лучше. Да, вы слишком хорошо, чтобы быть в Алоджи. Не просто хороши, а ослепительно сияете. Если бы вы были настоящей Феро, тем более, если бы вы могли стать настоящей Феро, я скоро вернусь. Я хорошо играю, так что не беспокойтесь. Понятно. Тогда я пойду. Да, буду ждать. Отправляемся.
Круа, добро пожаловать, как поживала? Приветствую вас, ваше превосходительство, герцог. Благодаря вашей заботе я наслаждаюсь счастливым медовым месяцем. Да хватит радостных приветствий. Я приготовила угощение в приемной. Так что давай поговорим. Там, в спокойной обстановке. Да. Радостное приветствие. Вот же бесстыдник. Что он опять задумал? Тогда, ради долгожданной встречи с дочерью, не могли бы вы нас покинуть? Чего? Арджента не позволяет даже отцу с дочерью обменяться теплыми чувствами? Или... Неужели вы думаете, что я причиню вред своей дочери? Да, вот так и надо было с самого начала. Тогда, пока беседа не закончится, подождите снаружи особняка. Итак, как обстоят дела? Я слышал, вы так близки друг с другом, что аж глазам больно. Пока что мне удалось продолжать пользоваться одной комнатой с Диэлла. Чего? Слуги Алоджи уже находились в приемной? Но проблема в том, что... Диэлла Арджента слишком... Нехорошее что-то у меня предчувствие. И характер у него не наивный. И из-за того, что я из рода Алоджи, чтобы он открыл мне свое сердце, похоже, потребуется время. А не потому ли, что ты не старалась? Конечно, я стараюсь. Но вы ведь и сами знаете, глава рода. Чтобы глава рода и Феро были вместе, просто лишить невинности недостаточно. Это я знаю. Дело, чтобы снять печать со своих способностей, пока не откроет мне свое сердце, не будет вступать в отношения со мной. Поэтому, думаю, это займет некоторое время. И ты даже этого не смогла предвидеть? Не зря же говорят о привязанности через тело. Не можешь как следует сделать все. Я знала, что он мразь. Но, столкнувшись с ним, поняла, что он мразь еще хуже, чем я представляла. Я задыхаюсь. Влага в воздухе давит на меня. Мои слова о том, чтобы ты соблазнила его любой ценой? Ты не поняла? Конечно, я пытаюсь так и сделать. Какой толк от усилий, если нет результата? К сожалению, не все идет так, как я того хочу, глава рода. Почему? Неужели этот парень в его возрасте уже исчерпал свои функции? Мало того, что он хладнокровный, так еще и такой низкий. Худшая из мразей. Думаю, это не так, но... Он говорит, что сердце не лежит, поэтому никак не может провести ночь. Прости, что обманула Диэла. Сначала я спасу свою жизнь. Если насильно провести ночь, он может наоборот закрыться. Поэтому я собираюсь подходить к нему постепенно. В связи с этим у меня есть одно решение. Какое же? Чтобы завоевать сердце Диэла, нужно срочно что-то предпринять. А в той семье почти нет денег, которые можно было бы тратить, кроме расходов на поддержание достоинства, выделяемых на имя герцогини. Поэтому я бы хотела, чтобы часть расходов на поддержание достоинства, выделяемых на имя герцогини, впредь переводили на мое имя. Хотя бы 1/10 часть.
Да, в твоих словах есть смысл. Как ты и сказала, я переведу часть. Но когда придешь в следующем месяце, должны быть лучшие результаты. Поняла? Поняла. Получилось. С этим в будущем проблем с финансированием не будет. Тогда я, пожалуй, пойду. Хоть и была угроза, но как-то удалось. Постой. Имя Диэла Арджента. Вытатуированное на твоей спине. Нужно вытатуировать заново. Мадам, немедленно отправляемся. Да, отправляемся. Слушаюсь. Мадам, у вас нездоровый цвет лица. Вы в порядке? Мадам! Мадам! Придите в себя, мадам! Эля, я в порядке. Скоро станет лучше. Что вообще произошло в особняке Алоджи? Мадам, можно я осмотрю вашу спину? Угу. Тогда, с вашего позволения. Вы в прошлый раз были в таком состоянии? Да, ты ведь знала, что имя было фальшиво. Даже если и так, я немедленно окажу первую помощь. Даже если мы прибудем в особняк немного позже. Кучер, веди карету осторожно, чтобы мадам смогла ехать с комфортом. Да, спасибо. Гораздо позже предполагаемого времени прибытия. Что-то случилось? Глава рода, мадам прибыла. Опоздала. Дело. Почему вы еще не спите? Он заново вытатуировал имя. Вы знали? Только что узнал. Рану лучше как следует вылечить, Круа. Первая помощь оказана хорошо, так что не стоит дела. Само постепенно заживет. Я имею в виду, что стоит еще раз как следует обработать. Круа Лоджи. Хорошо, раз таково ваше желание, я буду только благодарна. Это твое лицо, которое так хорошо улыбается даже после такого. Знаешь ли ты, что оно сводит с ума? Если будет очень больно, скажите. Если скажу, сделайте так, чтобы не было больно? Нет. Быстро закончу. Тогда поторопитесь и закончите. Довольно жжет. Даже руки разогнуть больно. Это... Пожалуйста, как можно быстрее дело. Синяки? Почему там синяки? Дело? Что с вами? Что-то случилось? Ничего. Я быстро закончу.
Да, полагаюсь на вас. Закончил. Спасибо. Не стоит. М? Снимите верхнюю одежду и ложитесь. Что? Даже если на спине подложена ткань, если она будет тереться об одежду, боль только усилится. Лучше спать без нее. Это, конечно, так, но... Все-таки спать вот так, обнажив тело вместе, как-то не очень. Или это я так себя веду перед этим чрезмерно невинным человеком? О другом можете не беспокоиться, Круа. Мы ведь договорились. Спать, просто держась за руки. Хорошо. Круа. Что? Пожалуй, не получится. Что не получится? Вот, подушка. А? Я подумал, вам будет неудобно спать на боку без нее. Спите в обнимку с подушкой, Круа. Ага, я тоже подумала об этом. Спасибо за заботу, Диэла. И одеялом укройтесь как следует. Ночью весьма прохладно. Опять испугались? Не смейтесь. Ну, тогда... Спокойной ночи, Круа. Да, и вам дело. Спокойной ночи. Диэла крепко спит. Надо же. Проспал впервые в жизни ранний подъем. Устали, небось? Что-то срочное? Ах, точно, сегодня же день поставок для тени. Нужна окончательная подпись. Окончательная подпись для поставок тени – это, по сути, просто осмотр товаров. Конечно, это занимает время, но это несложная работа. Тем более я получила такое заботливое лечение. В благодарность я должна это сделать. Диэла так тщательно нанес мазь на рану, что болит меньше, чем я думала. Если хорошо ухаживать, может, быстро заживет. Мадам, как ваше самочувствие? Гораздо лучше, чем вчера. Спасибо за заботу. Кстати, сегодня ведь день окончательной подписи для поставок тени. Я сделаю это вместо Диэла. Вы собираетесь немедленно вернуться к работе? Думаю, будет лучше вам еще немного отдохнуть. Нельзя. Если я буду отдыхать, будет выглядеть так, будто вчера в доме герцога Алоджи что-то случилось. Если уж обманывать, то как следует. Понятно. Но если вдруг станет тяжело, сразу же скажите. Конечно. Круа! Диэла, как следует выспитесь. Я займусь окончательной подписью для поставок тени. Спасибо за столь бережное лечение, Круа. Хоть она и из Алоджи, она была теплой. И тепло ее маленькой руки, и ее ровное дыхание
Руа. Герцог Алоджи отправил расходы на поддержание достоинства на имя Круа? Да. Сколько? Примерно 1/10 часть. Продолжай наблюдать. Да. Даже 1/10 — это большие деньги для личного пользования. Она не будет тратить их на наряды или светскую жизнь, подобно другим знатным дамам. Тогда, возможно, она использует их для покупки леса Дейзи. Круа. Способности следующего главы рода Алоджи, Пентаса Алоджи, несравнимы с ее способностями, но... По совместимости стихий, Алоджи, владеющий водой, имеет преимущество над Арджентой, владеющей огнем. А у меня еще даже нет Феро. Если бы Пентаса Алоджи действительно был сильнее нее, чем заключать контракт с фальшивой Феро? Было бы быстрее объявить войну Ардженте. Руа. Вы говорили мне, что для меня вы лишь карта, чтобы заставить Алоджи потерять бдительность. Но не говорили, что вы такая желанная карта. Даже испытав на себе ту мощную способность, что вы показали в море, как можно не желать вас? Поэтому я еще больше не хочу упускать вас, Круа. Глава рода. Есть некто, желающий тайно связаться с главой рода. Тайна? Да. Это человек, утверждающий, что он и есть настоящая Феро. Но это также и человек, которого глава рода и сам знает. Ты проверил метку Феро? Предательница Ардженты. Вения. Давненько мы, однако, не виделись. Ваше превосходительство, герцог Диела Арджента. Точнее, мы ведь впервые видимся после смерти предыдущих герцога и герцогини Арджента. Вения. Предательница, предоставлявшая информацию об Ардженте герцогу Алоджи. Надо же. И надо же было, чтобы тот, в кого я должен пытаться влюбиться, оказался человеком, продавшим родителей врагу. Не смотрите на меня так грозно. Что тут поделать, если я Феро? Конечно, вы, должно быть, удивились, что я вот так спокойно вошла в Ардженту. Не вините их. Они просто не смели меня тронуть. Та, что была из Ардженты, использует силу воды? Как? Нет, тут что-то другое. Это отличается от чистой силы воды, которую используют Круа или Алоджи. Сила воды, которую используют Вения, какая-то более мутная. Ведь я сказала им не трогать меня, потому что за мной стоит герцог Алоджи. Это не потому, что они настолько некомпетентны. Эти слова явная ложь. Выходит, она не знает об обстоятельствах, при которых герцог Алоджи уже отправил Круа в качестве Феро. Если бы герцог Алоджи знал, что Вения настоящая Феро, он бы давно ее подкупил или убил. Так что же за секрет скрывает эта предательница?
Кстати, я удивлена, что тот самый Диела Арджента, человек, который, казалось, и одного цветка сжечь как следует не сможет, убил своих родителей. Герцог Алоджи, конечно, думает, что его план удался, но я, которая в то время курсировала между Алоджи и Аржентой, знаю, что вы безучастно наблюдали за смертью предыдущих герцога и герцогини. Вы ведь могли спасти их, но не спасли, верно? Почему именно ты стала Феро? И правда, почему же я? Почему человек, которого я должен полюбить, не она, а именно такой человек, как ты? Я ведь тоже не так плоха. Я ведь, зная ваш секрет, скрыла его. Ты молчала лишь из-за риска попасть в информационную сеть Ардженты, если распустишь слухи. Как обычно, приукрашиваешь слова. Однако... это выходит та самая фальшивая Фиро? Я слышала, это была пышная свадьба. Неужели вы по глупости уже отдали свою невинность? Судя по тому, что вы не удивились, когда я появилась, вы, похоже, уже знали, что та женщина фальшивка. Не знаю, о чем вы думаете, но скорее убейте ее и приготовьте нам брачные покои. Если вам все еще трудно убивать людей, может, я убью ее для вас? К чему такая спешка? Ну, если я стану герцогиней Ардженты, то покончу с жизнью в бегах, которая длилась более 10 лет. И смогу жить в богатстве и знатности. Однако, разве не Арджента больше нуждалась в Фиро, чем я? Быстрее приготовьте место, а то ведь вы не знаете, какие слухи я могу распустить. Ты знаешь, почему я безучастно наблюдал за смертью предыдущих герцога и герцогини? Вы хотели стать герцогом. Положение герцога и так было моим. Зачем мне это нужно? Я не люблю кроликов, которые не понимают, что играют прямо перед пастью зверя. Хотя и нахожу забавным за ними наблюдать. А вот мотыльков, безрассудно летящих на огонь, я терпеть не могу. Ты помнишь, что тогда моя жизнь была в опасности? Тело было слабым, разве нет? Нет. Тот, кто унаследовал кровь и наслаждающийся кровопролитием даже больше, чем мой отец, и больше, чем кто-либо из предыдущих Арджента, почти никогда не бывает слабым телом от природы. Потому что если нет базовой выносливости, эту магическую силу не одолеть. Тот факт, что если обладаешь мощной силой, метка главы рода раньше переходит к тому, кто обладает этой мощной силой, и... Я знал, что если сменится глава рода, то и тот, кто был его Феро, станет не нужен. Тогда... Кто же был тот, кто отравил меня, следующего герцога? Нужны ли колебания, чтобы убить тех, кто пытался убить меня? Включая тебя, знающую этот секрет. Ну и что? Все равно я Феро. Даже если он так угрожает, он не сможет меня убить. Хватит уже. Лучше готовьтесь к свадьбе со мной. Пока не поздно. Ардженте тоже нужно принять настоящую Феро. Пока не поздно. Многое смущает. Не то, что поздно, а то, что слишком рано. Контроль со стороны Алоджи или Картьель над Арджентой еще не ослаб.
и предатели, скрывающиеся внутри Ардженты, еще не зачищены. Ситуация, когда Феро предательница из рода Арджента, использующая силу огня, хоть и немного мутную. И самое главное, если Круа узнает, что появилась настоящая Феро, наш контракт истечет, и она покинет Ардженту. Если бы настоящая Феро была Круа, а не такая, как эта особа, насколько же лучше это было бы для Ардженты? В чем вообще разница между тобой и Круа? Что есть у тебя, чего нет у Круа? Что именно ты стала моей Феро? Если только удастся это выяснить. Узнай, какие люди до сих пор избирались Феро. И даже если придется перерыть всю жизнь этой предательницы, расследуй все досконально. Да. Хозяйка Ардженты не та роль, что подходит вульгарной предательнице. Что? Я захотела обладать совершенством. Я ваша Феро. Как вы смеете так со мной обращаться? Отпустите! Дело! Не Феро, которую должен любить, а Феро, которую не можешь не любить. Мадам, прошу прощения. Ходи. Я принесла карту, которую вы просили. О, спасибо. Теперь нужно начинать готовиться шаг за шагом. Фели под вымышленным именем понемногу скупай земли в той округе, так, чтобы никто не заметил. Хорошо. И не забудь, что покупать нужно на мои деньги. И еще. Не могла бы ты создать для меня новую личность простолюдинки? Вы говорите о поддельном удостоверении личности? Да. Приехать на эту землю и жить как Круа Алоджи я не смогу. Круа. Дело. Можно войти? Уже же вошли. Добро пожаловать. А? Снова смотрите материалы, связанные с лесом Дейзи? Что в центре? Да. Нужно просматривать в свободное время. Вы действительно собираетесь в лес Дейзи? Разумеется. Все равно, когда придет настоящая Феро, я, как бывшая жена, буду только мешать. Точно. Настоящая Феро. Кстати, с тех пор, как я спасла леди у Арджента, прошло уже довольно много времени. Тогда, по ходу оригинального сюжета, уже пора бы появиться настоящий Феро. Нет, время ее прихода уже прошло. Круа, просто станьте Арджентой. А? Так внезапно? Дело, это не такая простая проблема, как кажется на словах. Почему? Говорят, между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Как вы вообще собираетесь меня представить? Просто представлю как Ардженто. Ах, дело. Если вы так сделаете, у меня будут большие проблемы. Придется и новой жене в глаза смотреть, и в светские интриги ввязываться. От одной мысли становится жутко. По этой причине я вежливо откажусь. Я хочу мирно встретить старость. А для этого у меня нет другого выбора, кроме как уйти. У него такое грустное выражение лица. Как же он собирается жить в этом суровом мире с таким добрым сердцем? Но все же я буду иногда заглядывать, так что не делайте такое лицо. Однако,
Новостей о настоящей Фиро все еще нет? Да, пока нет. Пока, говорите. Почему? Я неправильно запомнила последовательность событий? Или ошибка в расчете времени? Этого не может быть. Правда? Совсем никаких новостей? Серьезно? Да. Как странно. Что же пошло не так? Единственное, что я изменила в оригинале, это спасение леди у Сардженты. Это настолько сильно повлияло, что изменилось даже время прихода настоящей Фиро? Не могу понять. Вы, значит, желаете, чтобы пришла настоящая Фиро? А, да, верно. Надеюсь, она скоро придет. И я на это надеюсь. Сейчас я все равно ничего не могу сделать. Нужно пока что понаблюдать за ситуацией. Наверное, из-за неприятного предчувствия работа не идет. Может, немного отдохнуть? А? Дело? Выражение лица какое-то обеспокоенное. В бесконечном море опять какая-то головная боль случилась. Если это ситуация, в которой туда должен идти дело, это может быть серьезно. Фели, снаружи что-нибудь случилось? Мадам. Говорят, на границе бесконечного моря что-то случилось, из-за чего глава и отбыл. Но он также сообщил, что ничего серьезного. А? Судя по тому, что на этот раз было время передать сообщение, похоже, действительно ничего серьезного. Фели, я хочу немного прогуляться. Сегодня почему-то никак не могу сосредоточиться на работе. Сейчас же сопровожу вас. Может, сходим в цветник на закате? А? Эти люди... Это рыцари, которые постоянно находятся на 4-м этаже? Почему рыцари с 4-го этажа на 1-м? Глава семьи приказал разместить их здесь. Дело? Рыцари с 4-го этажа, играющих важную роль в Ардженте, переместили на 1-й этаж? Да еще сделал это лично дело? Как-то странновато. Мадам, мадам! Что за шум? В кабинете главы семьи горит контракт Миретты. Неужели? Да, похоже, он нарушил заповедь. Все-таки предал Миретта. В какой же семье он проговорился? Надо же, именно в то время, когда и Диэла отсутствует. Какой бы из 2 семей это ни была, если тайна обо мне раскроется, это конец. Диэла сейчас в походе, так что я должна немедленно отправиться в погоню. Нельзя ли узнать местоположение Миретта? По информации от Тени, его маршрут, вероятнее всего, заканчивается в северном пограничном регионе. Северный пограничный регион – это территория Картьель-Ветра. Если это пограничный регион, то Миретта планирует перейти в Картьель. И тот, кому он разгласил тайну, тоже, вероятно, Картьель. Но ведь Картьель и Арджента разделены горным хребтом. Как он собирается перебраться через горы, чтобы получить припасы? Нет, зачем обязательно идти по суше? Ведь есть и способ пойти по морю на корабле. Миретта, должно быть, отправился на корабле вместе с тем, кто управляет ветром. Корабль, скользящий по воде с помощью ветра, в несколько раз быстрее сухопутного пути.
Определенно, этот способ наиболее вероятен, но если это правда, то Миретта уже не в том месте, где его можно догнать. Нет, догнать можно. Все равно он на воде. Мы немедленно отправляемся в погоню. Благодарю вас, глава семьи. Благодаря вашему личному присутствию все закончилось быстро. К счастью, не было магических монстров, подобных тем, что появлялись в 4-м районе в прошлый раз. Приказываю быстро убрать территорию. Слушаюсь. Странно. Я точно передал Кассилиусу, что с этим справится небольшой отряд. Но глава семьи лично вмешался. И к тому же, уже давно он не использовал только меч вместо огня. Предполагаю, в кончике меча чувствовалась эмоция. Что-то случилось? Круа, просто стань Арзентой. Я вежливо откажусь. Я предпочту спокойную старость. Неужели ты настолько не хочешь оставаться в Арзенте, Круа? Постоянно строишь планы, как покинуть поместье? И этого мало. Еще и о старости думаешь. И к тому же с радостным лицом. Словно ничего и не происходит. Почему мне так неприятно? До такой степени, что я раздражен. До безумия. Голова так скрывает свой гнев. Кассириус. Да? Где находится предатель Мирта, о котором докладывали последним? На северном побережье. Я в плохом настроении, и момент как раз подходящий. Приготовьте корабль. Отправляемся на северное побережье. Глава семьи, люди уже отправились, чтобы схватить его. Знаю. На этот раз я не буду судить предателя в поместье по всей форме, а разберусь с ним лично на месте. В море перед картелем периодически образуются водовороты, верно? Когда, говорили, они утихнут? Сообщалось, что он возник 2 дня назад. Так что точно не сегодня. Мирта и люди Картьеля будут ждать на ближайшем необитаемом острове, пока водоворот не утихнет. То, что они ждут на необитаемом острове, означает, что скоро водоворот исчезнет. Тогда еще не поздно, но и времени в обрез. Нужно увеличить скорость. Вижу необитаемый остров. Но там 2 корабля. Что? Посреди моря? Не может быть. Диела? Здесь? Как вы здесь оказались, Круа? Когда вы были на поле боя, я получила сообщение из кабинета, что горит контракт Мирты. Поэтому я пришла вместо вас. Но это все вы сделали? Исполнять контракт грустно. Я писал его, надеясь, что его не нарушат. И я не ожидал, что Круа приедет сюда. Я тоже не думала, что увижу здесь Диела. Точнее,
Не думала, что увижу Диела таким. Простите, что показываю себя в таком виде, Круа. Вы узнали, что Мирта нарушил контракт во время похода, и сразу же пришли сюда? Запах крови. Да, когда нарушается контракт, это чувствую и я. В Арзенте строгие правила, и карать предателей — это само собой разумеющееся. Само собой разумеющееся. Но Диела Арзента... Разве он был таким человеком? Круа, Да, Круа, вы ведь говорили, что хотите покинуть Арзенту. было дело. Я не думаю, что Круа будет рассказывать секреты Арзенты кому попало. Но вы тоже узнали кое-что об Арзенте. Сделай или не сделай. Вы все прекрасно понимаете, Круа. Так останьтесь в Арзенте. Вы подходите Арзенте. Диела, мы уже говорили об этом. Не только я, но и многие Арзента хотят, чтобы вы остались. Я постараюсь убедить Пьели. Что? Убедить Пьели? Что это значит? Мнение Пьели не имеет значения. Нет, я могу сделать так, чтобы оно не имело значения. Прошу вас, Круа. Дело. Вы станете Арзента, или вы огорчите меня. Когда просят с таким лицом, сердце смягчается. Я